Все понять не мог, чем меня бесят эти посты от наших властей всех мастей. Вроде все правильно, но бесит невыносимо. И, наконец-то, осознал. Сейчас на примере волонтеров все на пальцах объясню. Перекрученная цитата с сайта Кабмина. Имена действующих лиц и изменены. 19 марта в Павлограде состоялась встреча волонтерской команды во главе с дедом Васей Ветровым, позывной Дид Ежак, и проезжавшего мимо нудного пенса. Присутствовали также. Тут список позывных других волонтеров, выберите на свой вкус. Это же стилизация. Стороны обсудили ряд вопросов по поддержке ЗСУ. В ходе встречи был подписан меморандум между ГО «Ведлунья» и представителями хунтуберов, в котором отмечается намерение поддержать восстановление запаса влажных салфеток в блиндажах на Авдеевском направлении. Как сообщил дед, ГО «Ведлунья» рассматривает возможность выделения примерно 5000 гривен на поддержку обороноспособности СОУ. Благодарны деду за непоколебимую поддержку и существенный вклад в чистоту кожных покровов и кухонной посуды наших СОУ, отметил нудный пенс. Честно говоря, я пока это переделывал, я тут сам 4 раза поражаться успел. Но это ж бред в чистейшей форме. Дела нужны людям. Дела. А где отчеты о делах? Где они, я спрашиваю? Ну вот пусть хоть раз возьмут пример с отчетов у волонтеров, да пусть даже и о делах канала. Доброго здоровья, дядька Хунту и хунтуберы. Мы с Украины, и это внеочередной ролик, потому что я не могу не отчитаться о закрытии сбора и выполнении плана. 196 тысяч ваших донатов собраны и потрачены. Машина загружена и отправлена. Фото показываю фоном. 6 генераторов наконец-то дождались отремонтированного пикапа, 4 экофложки, еще 3 заберу и отправлю завтра, набор ключей для кручения гаек, набор масел и промывок для двигателя, съемник под сцепление. Тут же история про квадроцикл. Нам с вами несказанно повезло в кавычках. Квадроцикл проехал 29 километров и встал. Пришлось разобрать половину двигателя, чтобы понять, в чем проблема. А разобрав, все прифигели. Полный двигатель какой-то стружки, мусора и разбитое сцепление. Новенький квадрик и тить. И вот тут я всем, кому это может понадобиться, рекомендую Руслана из Квадрогараж. Его вины в случившемся нет от слова никакой. Эти квадрики впервые заехали в Украину, а он вообще не взял денег за квадрик. Мы рассчитывались напрямую с поставщиком только, хотя Руслан подготовил квадрик к отправке за счет своего времени и сил. Так вот, за сутки он нашел сцепление, масла, промывки, купил за свои весь нужный инструмент, а когда я спросил, сколько я ему должен, ответил очень просто. «Дядьку, а ты на уху ел?» Как вы понимаете, не посоветовать его я не имею права. Дядьку Руслана из Квадрогаража. Рекомендую. Ссылки в первом комментарии и в описи под видео. Ну и поскольку сбор закрыт, скажу, куда ваши донаты пойдут теперь. Первое. Дед закупает дроны регулярно. Я уже придумал, как эту работу можно показывать на YouTube. Постараюсь к ролику за тиждень воплотить идею в жизнь. А второе. Нам вдруг нужен перфоратор, лопаты и прочий шансовый инструмент. Смотрите для чего и не говорите, что я не говорил. Мы пока окапываемся. Смотрите, что нам приходится копать ручками. А я пока вернусь к занятию, от которого меня уже поташнивает, если честно. Вспомним наших депутангов. Читаю, что зеленые депутанги очень уж хотят куда-то сбежать, сложить полномочия, перестать быть депутангами, потому что лучше 8 тысяч гривен зарплаты где-то, чем вот быть депутангом. Потому что нет никаких вкусняшек, потому что доплаты в конвертах не выдают больше, потому что подшефный Ермака с ними разговаривает раз в 2 года и перестал звать на кофе, потому что они больше не чувствуют себя членами команды, потому что правительство перед ними не отчитывается, потому что АПА отменяет заседание Рады, потому что Стефанчук по решению АПы им запрещает командировки, как обычным оппозиционным депутатам. Не, я понимаю, что в Трусковце этому не учили, но ведь можно просто открыть Конституцию и что-то там прочитать. И с удивлением узнать, что Стефанчук — это не приговор, и это не навсегда, что его можно просто переизбрать, что можно создать другую коалицию с теми же оппозиционными депутатами, назначить другой состав правительства, не по указке из АПы, а реализуя собственные властные полномочия. Но ведь непутевые депутанги так не могут. Они настолько зависимы и бессильны, что будут и дальше стоять в очереди за подписью Стефанчука или ходить крахами, чтоб он им позволил сложить мандат. Потому что они не хотят ответственности. Закрываю тему, жую попкорн.
Раскрываю тему зарплат в конвертах, вернее, где их взять. Вы не задумывались, почему именно от британцев мы получили первые современные танки, ракеты и снаряды с объединенным ураном? Ах, кто его знает, да? Ветром надуло. Потому что британцы взялись за наш литий. Уга-буга, всем привет, показываю скрины. Когда человек нам не нравится, мы найдем любой повод отказать ему в помощи. А если нравится, всегда убедим себя, что ему необходимо помочь. Это не цитатник Стэтхэма, а Бернард Шоу. Хотите, чтобы иностранная помощь не прекращалась? Есть вариант. Сделать так, чтобы это перестало быть помощью. Вместо конфетно-букетного периода съехаться и брак. Помощь принято просить. На уровне государства мы ее в последнее время чаще требуем, а не просим. Можно спорить. Одни скажут, у нас война, нам нужнее, другие парируют, что задирать нос вредно для здоровья. Правы будут и те, и другие, но другие больше. Сформулируем иначе. Нам нужны деньги. Нам нужны деньги, оружие, технологии. Как по мне, да. А что лучше, просить их с утра до ночи, не контролируя ситуацию, или может перевести все на чисто деловые отношения? Спойлер, второе надежнее. Другое дело, что тогда надо тянуть лямку в режиме 24/7, а не вот это вот все. Понимаю, что сейчас на меня могут наорать, мол, Пенс тут страну по кусочкам раздает. Не, отставить зраду, раз-два. Просто мы говорим о стабильных отношениях вместо эфемерной благотворительности. Хочешь получать ракеты, а не просить их 1,5 года? Хочешь танки вместо обещания о танках? Будь добр, напрягись. Если в бизнесе вам что-то дают, а вы взамен видосики, это не бизнес. В недрах около 20 тысяч месторождений, 117 видов полезных ископаемых, 8172 месторождения с запасами 94 видов минерального сырья имеют промышленное значение. Это я за вас погуглил. У нас война со страной, которая этих ресурсов имеет больше, и называет это все СВО, и ни конца, ни края. Но сейчас они под санкциями, и свои лоты толкают по-черному. Мы же не толкаем их никак. Сидим с козырями, все ждем удачного момента, а вернее, если и честнее, то заныкали и надеемся, что нам и так все дадут. В Украине разработаны и выявлены месторождения нефти, газа, угля, торфа, сланцев, урана, железа, марганца, хрома, никеля, титана, магния, а также алюминия, меди, цинка, свинца. Есть золото, серебро, ртуть, бериллий, литий, цирконий, гафний, тантал, ниобий, кобальт, олово, вольфрам, молибден, ванадий, итрий и лантаноиды и рассеянные элементы германии и Скандии. Упрощу. Что нужно для линий по производству аккумуляторов? Литий, кадмий, никель, железо, цинк, марганец. Мы их производим? Нет. До вторжения мы планировали с ними вырваться на мировые рынки? Тоже нет. Вопросы? Уже ситуация это диктует во всю глотку. Мир меняется. Те же республиканцы сейчас все отлично понимают. Да, у нас богатая страна, которая изо всех сил пытается не быть богатой. И тут за океаном заряжают. Давайте не помогать, а в долг. Или за деньги сразу. С оговорками о путях достижения, но мне идея по нраву. Только лучше за грамотно организованную раздачу ресурсов, вернее, о грамотно переработанных у нас ресурсах, хоть мы пока и не Израиль, Тайваневич, Южнокорейченко. Как видите, стоим на месте, клянчим зарплату в конвертах, это я про депутангов, и продолжаем собирать донаты, это я обо всех сразу. Когда помощь просела и дела пошли туго, не пытаемся крутить педали, только ждем и просим. Тем временем британцы уже заходят на наш литий. То, о чем я говорю, они уже спланировали и делают, потому с ними проблем или не будет, или будет поменьше, а с другими. И если в ситуации, когда государство больше заботится о никому не нужных заседаниях и пустых соглашениях, собирать донаты полностью оправдано и только так мы можем помочь ЗСУ, то, извините, держать туза в рукаве, прятать глазки и пускать патриотичные речи вместо дел – это за предел. Как по мне, могу ошибатися. Слава Україні, слава ЗСУ. Зробіть донат і репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля і ролика і України в ваших лайках, донатах, коментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України.